Всем привет! Сегодня мы снова будем экспериментировать с венецианской штукатуркой. Очень часто мы сталкиваемся с креативными идеями дизайнеров, и, как правило, технику нанесения для реализации такого декора нам приходится разрабатывать индивидуально, под каждую композицию. И сегодня будет как раз такой эксперимент. Я покажу пошагово весь процесс и расскажу все тонкости. Перед нами три плоскости, сделанные из гипсокартона и вышпаклеванные, а поверх поклеены флизелиновые обои. Для начала нам необходимо загрунтовать кварцевым грунтом всю поверхность. Кварцевый грунт сам по себе белого цвета. Для того, чтобы не было пропусков, обычными универсальными колерами я немного подкрашиваю грунт, для того, чтобы при грунтовании хорошо было видно, и мы тщательно и равномерно загрунтовали поверхность. Наносим грунт, дадим ему хорошенько высохнуть и можем приступать к следующему этапу. В качестве базового материала я буду использовать обыкновенную акриловую венецианскую штукатурку. Расскажу немного о самой идее этой композиции. Перед нами стояла задача сделать имитацию замерзшего озера Байкал. И в качестве образца, от которого мы будем отталкиваться, нам дали изображение. Именно его мы и возьмем за основу. В моей голове сразу родилась техника нанесения, но с таким нанесением мы ранее не сталкивались. Так что придется, как всегда, немножко поэкспериментировать. В общем, давайте начнем, а в процессе я расскажу все более подробно. Я подумал, что в качестве базовой техники можно использовать технику, которую мы используем при создании имитации мрамора. Только рисунок мы будем прорабатывать более детально. Грубо говоря, нам необходимо нанести венецианскую штукатурку нужными цветами в нужное место. Я предварительно начертил карандашом общую траекторию рисунка и начинаю заполнять последовательно венецианской штукатуркой. Чем-то напоминает рисование, но при этом необходимо набирать небольшой объем, позже поймете, для чего это нужно. Наносить цвета я буду последовательно, таким образом мне будет проще контролировать общую композицию. Как я говорил ранее, для создания рисунка мрамора, или в нашем случае льда, желательно иметь под рукой образец, от которого мы будем отталкиваться. Это позволит нам не только сформировать композицию, но и заколеровать материалы в нужные нам цвета. Теперь нам необходимо подготовить следующий цвет. К сожалению, я не смогу дать вам точные пропорции цвета, так как я все смешиваю на глаз, подгоняя каждый цвет, отталкиваясь от фото, которое мы берем за основу. Приготовим материал с запасом, потому что если не хватит, в тональности заколеровать нужный оттенок будет проблематично. Дадим белой венецианской штукатурке высохнуть, только после этого наносим следующий цвет. Я немного экспериментирую, поэтому использую разные инструменты, от кисти до шпателя, но в итоге я пришел к тому, что просто использовать шпатель достаточно. Согласно эскизу я заполняю нужные участки нужными цветами. Как вы можете видеть, я не наношу материал по всей поверхности, исключительно точечно, в нужные мне места, опять же отталкиваясь от нашего эскиза. Все слои достаточно тонкие, материал высыхает быстро. Наносим наш цвет, затем колируем следующий, более темный. Стоит помнить, что после нанесения воска материал проявит свой цвет и станет в 3 раза насыщенней и темней, поэтому его не стоит делать слишком темным.
Наносим темный цвет по той же схеме, но на свои участки, и немного заходим на предыдущий. После нанесения даем материалу хорошенько высохнуть. Я внимательно изучил эскиз, обратил внимание, что в нашей композиции очень много мелких пузырьков воздуха, но делать каждый пузырек вручную очень долгий и нудный процесс. Я вспомнил, что у меня есть краскопульт для нанесения штукатурок, и он очень хорошо подойдет для имитации мелких пузырьков. Чаще всего такой краскопульт используется для создания недорогих текстур, очень часто встречающихся при отделке подъездов в многоэтажных домах. Я же использую этот краскопульт для имитации текстуры гранита. Очень быстро, просто и достаточно натурально. Этот краскопульт стоит недорого, его можно купить на AliExpress. В комплекте идет 3 насадки для регулировки размера точек, которые он распыляет. Заправляем в пистолет венецианскую штукатурку, подключаем компрессор и под давлением воздуха наносим имитацию пузырьков воздуха в нашу текстуру льда. Регулируя подачу воздуха, можно создавать разного размера капли, именно они и послужат нам как пузырьки в толще льда. Надеюсь, на видео будет достаточно понятно, как это работает. Наносим, даем высохнуть, затем наносим следующий слой. При нанесении следующего слоя я буду использовать 3 цвета, которые мы уже наносили ранее. Только теперь я буду наносить их не только последовательно, но и частично перемешивая сразу на поверхности, создавая более мягкий эффект. Очень похоже на технику мрамора. Не буду много рассказывать, просто смотрите внимательно.
Запечатываем без пропусков на 2 слоя. Нам необходимо создать толщину, часть которой позже мы будем шлифовать до получения ровной поверхности. Если нанести материал грубо, могут образоваться кратеры, а нам нужно получить идеальную гладкую ровную поверхность. После того, как я проделал все этапы, я оставляю все хорошенько высохнуть. Затем беру шлейф-машину с 320 наждачным диском и начинаем выравнивать площадь. При шлифовке я использую разные диски, от 320 до 1000. Это нужно для того, чтобы поверхность стала максимально гладкой и не оставляла следов от наждачной бумаги. Чем выше цифра на наждачном диске, тем мельче фракция зерна. Соответственно, поверхность получается более гладкой. Надо снять первый слой и лучше шкуркой погрубее, просто-напросто будет быстрее. Затем постепенно переходим на диски с более высокой цифрой. Дальше следующий этап. Он не обязательный, но в качестве эксперимента я не удержался и, как в текстуре мрамора, добавил легкую прожилку, имитируя трещины в текстуре льда. Затем берем шпатель и натираем поверхность, уплотняем материал, и, как видите, сразу проявляется блеск. Но для того, чтобы наш лед стал более насыщенным и мы могли его заполировать максимально и получить зеркальный эффект, мы покроем всю поверхность воском для венецианских штукатурок. Наносить воск я буду губкой, тщательно растирая по всей поверхности. На видео хорошо видно, что при нанесении воска венецианская штукатурка становится темней и насыщенней. Наносим воск
Дадим ему хорошенько впитаться и высохнуть, оставив нашу работу на сутки, и только после этого приступим к полировке. Прошли сутки, воск впитался и высох, теперь можно его полировать. Полировать поверхность я буду полировальной машиной с меховым диском на низких оборотах. Можно полировать и на высоких, но есть вероятность появления матовых пятен, так как при нагревании воск становится мягким и на поверхности образуются дефекты. Чтобы этого избежать, полировку лучше делать на низких оборотах, тогда воск сильно не греется и не горит. Полирую всю поверхность, проверяю на отражение, и наша работа готова. Вот такой эксперимент у нас получился. Используя эту технику нанесения, можно создавать любые рисунки, не только мрамор, но и более сложные композиции. Я же не буду останавливаться на этом, буду пробовать и делиться с вами своими экспериментами. Очень надеюсь, что эта информация будет вам полезна, так что подписывайся на канал и не пропусти, дальше будет еще интересней. А на этом у меня все, увидимся, пока-пока.